Интернет действительно никогда не спит. И в то утро онлайн-мир, казалось, на мгновение замер, увидев одно единственное, простое изображение. Это была не фотография с грандиозного концерта и не фотосессия для журнала с миллионными модными образами. Вместо этого это был спонтанный портрет Ким Тэхёна из BTS, раскрывший самую человечную сторону мировой суперзвезды. На фотографии Тэхён несет на плече спящего маленького ребенка. Его лицо спокойное, выражение нежное, а движение полны заботы, словно он боится разбудить малыша. Нет никаких драматических эффектов, никакого искусственного освещения. И все же именно эта простота заставила фотографию взорваться и тронуть сердце миллионов людей по всему миру. Всего за несколько часов изображение распространилось по множеству социальных сетей. Твиттер, Инстаграм и даже Уибо были завалены репостами и эмоциональными комментариями. Имя Тэхёна мгновенно взлетело на вершину мировых трендов. Хэштеги, такие как решетка Тайонгитхбабы и решетка Тайонгтхигентликинг, за менее чем 24 часа набрали более 50 миллионов упоминаний. Это явление не было просто обычным вирусным моментом. В этом коротком мгновении публика почувствовала нечто более глубокое, сильное и значимое. Еще более впечатляющим этот момент сделало то, что реакция исходила не только от ARMY или поклонников K-pop. К обсуждению присоединились родители, детские психологи, культурологи и даже эксперты по брендингу. Многие описывали фотографию как воплощение человеческой теплоты, которая становится все более редкой в современном мире развлечений. Колумнист из The Korea Herald написал, что фотография Тэхёна – это не о статусе знаменитости, а об эмпатии и чувстве безопасности. В один простой момент Тэхён успешно преодолел дистанцию между мировой звездой и широкой публикой. В этот момент образ Ким Тэхёна претерпел серьезную трансформацию. Он долгое время был известен как визуальная икона, мировой символ моды и лицо многочисленных домов моды класса люкс. Однако эта фотография раскрыла другую, гораздо более сильную эмоциональную сторону. Тэхён был не только красив и харизматичен, но и добр, заботлив и полон сострадания. Именно это сочетание привело к резкому росту его популярности в рекламной сфере за короткий период времени. Несколько маркетологов в Сеуле заявили, что подобное эмоциональное воздействие гораздо ценнее, чем многомесячные рекламные кампании класса люкс. Образ, рожденный спонтанно и искренне, обладает необычайной коммерческой силой. В случае с Тэхёном публика не чувствовала, что им продают какой-то образ. Они чувствовали, что видят искренность. А в цифровую эпоху честность – самая дорогая валюта из всех. Крупные бренды не заставили себя долго ждать. Сообщается, что производители детской одежды, товаров для дома и даже туристические компании выстраивались в очередь, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. Поползли слухи, что 3 мировых бренда предложили контракты на общую сумму более $15 миллионов всего за 2 дня после того, как фотография стала вирусной. Эта цифра еще больше укрепила позицию Тэхёна как настоящего короля рекламных контрактов не только в K-pop, но и в мировой индустрии развлечений. Интересно, что теплые реакции последовали и от тех, кто не является поклонником группы. Многие публичные личности, которые раньше редко говорили о BTS, начали делиться фотографией с подписями, полными восхищения. Некоторые назвали это самым человечным образом суперзвезды в этом столетии. В Японии родительские сообщества даже приняли этот момент как символ идеальной отцовской фигуры. Они хвалили Тэхёна за то, как его простота показала нежного, но ответственного защитника. Южнокорейские культурологи позже назвали это явление эффектом Тэхёна 2026. Не только из-за его влияния на индустрию развлечений, но и из-за его способности установить новый стандарт того, как знаменитости могут выстраивать эмоциональные связи с публикой. Фотография постепенно изменила восприятие ценности звезды брендами. Искренность и эмоциональная близость теперь считаются более ценными, чем просто визуальная привлекательность. Неудивительно, что Пак Саджун, близкий друг Тэхёна, однажды назвал его королем. Этот титул теперь кажется более реальным, чем когда-либо, не из-за власти или роскоши, а из-за его огромного и глубокого влияния. Тэхён правит не громким голосом, а эмпатией. Он привлекает внимание не сенсациями, а подлинностью.
Это своего рода харизма, которую нельзя создать искусственно и которую трудно имитировать. Западные СМИ также осветили это явление. Vogue, GQ и The Guardian опубликовали специальные статьи об этом моменте. Они подчеркнули, как Тэхёну удалось успешно сочетать глобальный образ суперзвезды с глубоко укоренившейся личной стороной. Журнал Vogue даже написал, что истинная харизма исходит не от роскоши, а от подлинности. Цитата быстро стала вирусной, еще больше укрепив общественное восприятие Тэхёна как символа искренности в современной индустрии развлечений. Эксперты по цифровому маркетингу прогнозируют, что влияние этого образа сохранится надолго. Это не только увеличит вовлеченность Тэхёна в социальных сетях, но и значительно расширит его целевую аудиторию. Теперь его любят не только молодые поклонники, но и молодые семьи, домохозяйки и сообщества, не являющиеся фанатами. Многие бренды начали корректировать свои рекламные стратегии, чтобы отразить теплый, нежный и эмоциональный стиль Тэхёна. От рекламы парфюмерии до детской моды, атмосфера, созданная этой единственной фотографией, стала источником вдохновения. Некоторые аналитики даже предполагают, что этот момент может увеличить рыночную стоимость HYB и Entertainment на миллиарды долларов благодаря резкому росту запросов на сотрудничество, связанных с Тэхёном. Это то, что сейчас называют эрой эмоционального капитала в брендинге, где чувства и эмпатия занимают центральное место в маркетинговых стратегиях. Реакции поклонников по всему миру были не менее трогательными. Тысячи писем и сообщений в социальных сетях заполонили люди, выражающие гордость за увиденную нежную сторону своего кумира. Фанатка из Бразилии написала, что Тэхён очаровывает не только своим лицом, но и своим сердцем. Многие считают, что этот момент не был запланирован как рекламная стратегия, и именно поэтому его воздействие ощущается так сильно. В мире развлечений, часто наполненном искусственно созданными образами и тщательно выстроенными сюжетами, фотография Тэхёна стала оазисом искренности. Она излучала безопасность, тепло и подлинность, качества, которых так не хватает в современном обществе. 2026 год даже стали называть годом теплого образа Тэхёна, когда им восхищаются не только как визуальной иконой, но и как символом всеобщего сострадания. Эксперты в области общественной психологии добавили, что массовая реакция на фотографию была вызвана не только тем, что Тэхён – известный кумир. Считается, что спокойное и защитное выражение его лица вызвало чувство коллективной безопасности. На нескольких международных форумах фотография даже анализировалась как символ исцеляющей мужественности. Тэхён воспринимался как олицетворение зрелого мужчины, сильного, но нежного, защищающего, но не авторитарного, и сочувствующего, но не агрессивного. Известный корейский бренд-стратег заявил, что подобное изображение – не мимолетный тренд. Его ценность со временем возрастет, потому что публика всегда будет помнить его как спонтанный момент, а не как спланированную кампанию. Вскоре после того, как фотография стала вирусной, несколько семейных модных брендов, как сообщается, изменили свои концепции кампаний, перейдя от роскоши к повествованиям о тепле и подлинной близости. Интересно, что реакция со стороны поколений, не связанных с К-поп, была особенно сильной. Многие молодые родители в Европе и Америке описывали Тэхёна как безопасную и позитивную фигуру, на которую могут равняться их дети. Это редкая форма признания для мирового кумира. Наблюдатели за поп-культурой назвали этот момент важным поворотным пунктом в карьере Тэхёна. Теперь он стал фигурой, объединяющей разные поколения, широко признанной вне рамок фандома. Сообщается, что даже страховые компании и производители товаров повседневного спроса начинают рассматривать Тэхёна в качестве лица своих рекламных кампаний. Это демонстрирует, насколько широким и мощным стал созданный им эмоциональный образ. Многие считают, что эта фотография войдет в историю корейской поп-культуры как один из самых знаковых моментов, не из-за роскоши или скандальности, а из-за своей трогательной простоты. В эпоху, когда подлинность является самым ценным активом, Ким Тэхён доказал, что эмпатия – это истинная сила. Не произнеся ни слова, не произнося длинных речей, он передал послание, более сильное, чем 1000 интервью. И, возможно, именно поэтому Пак Саджун называет его королем. Потому что Тэхён не просто задает тренды, он покоряет сердце миллионов людей по всему миру. С течением времени образ не стерся из памяти публики.
Напротив, он укрепился, став тихим ориентиром в разговорах о современной славе. В отличие от вирусных моментов, которые ярко вспыхивают и исчезают через несколько часов, эта фотография задержалась. Ее перепостили не как сенсационную новость, а как напоминание, ею делились снова и снова с подписями, которые говорили об утешении, спокойствии и доверии. Люди начали возвращаться к изображению в моменты эмоционального истощения. Когда новостные потоки становились тяжелыми, когда ленты новостей казались перегруженными, фотография всплывала снова. Она стала кнопкой паузы в быстро меняющемся цифровом мире. Многие описывали ее как то, на что они смотрели перед сном, как нежное изображение, приносящее покой в конце хаотичных дней. Социологи позже отметили, что эта реакция выявила нечто глубокое. В эпоху, характеризующуюся переизбытком информации, публика жаждала не зрелищности, а успокоения. И, сама того не желая, Тэхён предоставил именно это. Что сделало этот момент еще более сильным, так это молчание Тэхёна после него. Не было никаких последующих постов, никаких объяснений, никаких попыток сформировать повествование. Он не воспользовался вниманием. Он не монетизировал момент. Он просто позволил ему существовать таким, какой он есть. Эта сдержанность говорила громче, чем любое заявление. Фанаты заметили это сразу. Многие писали, что его молчание сделало изображение священным, не тронутым стратегией, не захваченным брендингом. Оно принадлежало всем, но при этом казалось глубоко личным. Ничего не делая, Тэхён сохранил чистоту момента. Инсайдеры индустрии тихо признали, что это то, что нельзя купить за деньги. Годы маркетинговых бюджетов не смогли бы воспроизвести то, что органично произошло в этом единственном кадре. Изображение обошло логику стороной и обратилось непосредственно к эмоциям, к уровню связи, которого бренды и знаменитости пытаются достичь десятилетиями. По мере продолжения дискуссий начала формироваться новая концепция мужественности. Комментаторы противопоставляли изображение традиционным образом кумиров мужчин, сильных, отстраненных, недосягаемых. Присутствие Тэхёна на фотографии не соответствовало ни одному из этих качеств. Он был сильным, но не навязчивым. Нежным, но не слабым. Защищающим, но не собственническим. Этот баланс глубоко резонировал, особенно среди молодого поколения, переосмысливающего значение силы. Многие молодые люди делились фотографией с сообщениями о желании быть таким же человеком, спокойным, надежным, эмоционально присутствующим. Таким образом, изображение вышло за рамки фандома и вошло в социальный диалог. Педагоги и консультанты по работе с молодежью ссылались на фотографию в ходе обсуждений эмоционального интеллекта. Она стала примером лидерства без доминирования, авторитета без страха. Тэхён не стремился привлечь к себе внимание, он заслужил доверие. Тем временем в индустрии развлечений происходила тихая перестройка. Агентства начали переосмысливать подход к созданию имиджа своих артистов. Чрезмерное стремление к совершенству внезапно показалось устаревшим. Уязвимость, если она подлинная, оказалась гораздо более мощной. Несколько инсайдеров признали, что Тэхён непреднамеренно изменил планку. С этого момента вопрос перестал звучать как «насколько впечатляет этот артист» и стал звучать как «насколько человечным он кажется». Эффект распространился еще дальше. Модные фотосессии стали использовать более мягкий стиль повествования. Реклама замедлила темп. Музыкальные клипы стали делать упор на теплоту, а не на зрелищность. Хотя ни одно из этих изменений официально не было приписано Тэхёну, многие признали его влияние. Что сделало этот сдвиг примечательным, так это его тонкость. Не было никакого манифеста, никакого объявления о новой эре. Просто тихое изменение тона, то, что казалось давно назревшим. Для давних поклонников этот момент показался странно знакомым. Они вспомнили более ранние истории о доброте Тэхёна, о том, как он относился к персоналу, о его мягком общении со старшими, о его любви к животным. Фотография не представила новую личность, она просто раскрыла ту, которую фанаты всегда знали. Но на этот раз за ним наблюдал весь мир. Более старшая аудитория,
которая раньше наблюдала за культурой айдолов со стороны, начала пересматривать свои представления. Многие признались, что недооценили эмоциональную глубину поп-артистов. Тэхён стал мостом, соединяющим поколения, культуры и взгляды. В семьях разговоры изменились. Родители спрашивали своих детей о BTS не из чувства долга, а из любопытства. Некоторые даже садились, чтобы узнать имена, истории и ценности. Уже одно это ознаменовало культурный сдвиг. Влияние Тэхёна больше не ограничивалось чартами или рейтингами моды. Оно проникло в гостиные, за обеденные столы и в тихие личные размышления. Позже психологи объяснили, почему изображение вызвало такой сильный отклик. Спящий ребенок символизировал доверие. Расслабленная поза символизировала безопасность. Выражение лица Тэхёна символизировало присутствие. Вместе они образовали визуальный язык, который человеческий мозг мгновенно распознает, защита без угрозы. Именно поэтому изображение казалось универсальным. Перевод не требовался. Контекст не был необходим. Любой человек, где бы он ни находился, мог его понять. Недели превратились в месяцы, и фотография стала отправной точкой в статьях о будущем культуры знаменитостей. Аналитики утверждали, что Тэхён представляет собой новый архетип, не недосягаемую звезду, а эмоционально доступную фигуру. И все же доступность не уменьшила его загадочность. Наоборот, она ее усилила. Люди чувствовали себя ближе к нему, но и больше уважали его. Он показал силу через сдержанность, влияние через доброту. Эта двойственность встречается редко. И редко что-то остается неизменным. Даже внутри BTS наблюдатели отмечали, как незаметно менялся имидж группы. Их связь, их зрелость, их общий рост стали более заметны, чем когда-либо. Момент Тэхёна не был единичным, он отражал коллективную эволюцию артистов, которые росли вместе со своей аудиторией. Как написал один критик, вот как выглядит взросление славы. К концу года этот образ перестал быть просто вирусным воспоминанием. Он был заархивирован в ретроспективах, включен в документальные фильмы, упоминался в академических дискуссиях о попкультуре. Он стал частью истории. И все же, несмотря на все свое влияние, он оставался простым. Никакой сцены. Никакого сценария. Никакого представления. Просто человеческий момент, запечатленный честно. Возможно, именно поэтому он сохранился. Потому что в мире, постоянно требующем большего, больше шума, больше зрелищности, больше совершенства, Ким Тэхён предлагал меньше. Меньше шума. Меньше дистанции. Меньше притворства. И тем самым он подарил миру то, чего ему так не хватало, что он даже не осознавал. Спокойствие. Доверие. Человечность. И именно поэтому, спустя долгое время после того, как тренды угаснут и алгоритмы уйдут, этот момент останется. Не как заголовок. Не как кампания. А как чувство. Напоминание о том, что истинное влияние не кричит. Оно слушает. Оно удерживает. Оно остается. Если хотите, я могу.